Знаете, я только сейчас поняла, что в этом видео наконец я настоящая. И какое-то колоссальное чувство свободы, когда ты отключаешься от всех программ, от желания соответствовать или еще раз быть тем, кем ты не являешься. И как это оказывается легко быть собой, сколько в этом энергии, когда ты наконец расслабляешься. И я это оставлю просто как якорь. Свобода быть собой. 108 дней истинной проявленности. Всем привет, меня зовут Диляра Сайфутдинова. Знаете, для того, чтобы записать это видео, я содрала с себя огромное количество напускного, ненастоящего, чужого, то, что я сама приклеила себе на протяжении 37 лет. И для того, чтобы просто выйти сюда и в таком формате записать видео, я проделала очень классный, очень большой, очень сильный, очень тернистый путь. И я больше чем уверена, что каждый из нас в своей степени либо еще на этом пути, либо начинает для себя раскрывать новые тропинки. Про что же истинная проявленность? И почему 108 дней? Истинная проявленность — это понять, какой ты настоящий. Какой ты настоящий, докопаться до сути, докопаться до истины, докопаться до своей органики, посмотреть свои сильные стороны, посмотреть свои слабые стороны, свою уязвимость, свою чувствительность, познакомиться со своей тенью, которая дает огромнейший, просто колоссальный ресурс. И из своей точки неидеальности просто выйти в этот мир. Просто в кавычках. Почему? Потому что, чтобы просто выйти, надо с собой очень сильно и по-настоящему познакомиться. Знаете, вот прям посмотреть правде в глаза. И для меня истинная проявленность — и это, еще раз, в первую очередь, понимание себя. В моем случае для того, чтобы докопаться до самой сути, мне пришлось, да, из своей личной боли создать карту реализации. Это мой такой авторский продукт, моя методология, где я посмотрела на себя очень честно, очень объективно, исходя из своих сильных сторон, исходя из своих слабых еще раз сторон, исходя из своего профессионального опыта, исходя из всех образований, а у меня уже их 3 высших, да, не говоря там о многочисленных дополнительных курсах, дополнительных проектов и так далее. И посмотреть на жизненный опыт, посмотреть на весь свой профессиональный путь, честно еще раз, объективно и все себе это присвоить. И посмотреть в свою точку будущего, которая начинает безумно вдохновлять, а не пугать. И когда масштаб не кажется слишком большой, неподъемный, страшный, а когда масштаб просто дает колоссальное количество энергии на действия сегодняшнего дня. Что же такое истинная проявленность? Первое — это понять себя, понять свою природу. Второе — это понять то, чем ты можешь быть полезен этому миру. И понять это из абсолютно здоровой позиции. Когда ты настолько наигрался со своим эго, и когда ты выходишь в ту самую проявленность не для того, чтобы поставить себя в центр и сказать: смотри, какой я, смотри, какой я образованный, смотри, какой я профессиональный профессионал, экспертный эксперт, смотри, как я думаю, смотри, как я чувствую. Нет. Когда не я, а через меня. Что может через меня пройти, то, что может помочь людям, другим. Те смыслы, тот опыт, то видение, то, что может помочь другим, исходя из моего личного опыта. Но ты в этой позиции не ставишь еще раз себя в центр, ты просто пропускаешь. И если есть такая очень здоровая внутренняя потребность, да, проявить себя этому миру, но не через эго, через позицию, через меня, да, тавтология, но пусть будет так, то здесь начинается такая очень здоровая и истинная проявленность, когда ты уже больше не можешь молчать, когда ты не можешь держать то, чем ты можешь поделиться. И это могут быть твои услуги, это могут быть твои проекты, это может быть просто твой опыт, переработанный лично тобой. Поэтому второе — это понять то, что идет через тебя и как это может быть полезно этому миру.
Следующий момент — это увидеть свой масштаб. Раньше, знаете, я лично очень боялась смотреть в эту сторону. Для меня вообще слово масштаб носило такой больше отталкивающий характер. Почему? Потому что масштаб я всегда опять-таки примеряла не через призму своей природы, а через чужие истории успеха. Но когда масштаб становится продолжением того, что ты можешь дать, и как это можно просто увеличивать, да, с геометрической прогрессией, тогда масштаб становится огромной точкой вдохновения. И все действия на пути к этому масштабу вызывают удовольствие и наслаждение. Это четвертое. То есть, первое — понять свою природу. Второе — что через меня идет этому миру. Третье — это понять, куда я иду. А четвертое — это убрать зацикленность от результата. Когда уходит зацикленность от результата, начинается наслаждение от процесса. Тебя начинают зажигать каждодневные действия. И дается реально здоровая энергия на эти каждодневные действия. Начать говорить и проявлять себя этому миру, исходя из здоровой позиции через конкретные действия. Проявить равно конкретные действия. Проявленность — это не просто состояние вдохновения, понимание, кто ты, понимание, что ты можешь дать. Нет. Проявленность — это проявить, сделать себя для этого мира видимым. А проявить ты можешь только через конкретные действия. Для меня в этом случае это мой первый соло-подкаст на моем YouTube-канале, который мне дался совсем-совсем нелегко. Почему? Потому что для того, чтобы вот так просто сесть и начать записывать себя перед камерой, надо содрать с себя огромное количество слоев. И здесь я просто хочу фиксировать эти точки, точки своего становления, точки своего проявления в этот мир. Почему? Потому что меня окружает огромное количество многогранных людей. И это мои клиенты, которые приходят в работу. Такие многогранники, люди с таким опытом, и жизненном, и профессиональном, и как они рассуждают, и что они могут привнести в этот мир, а они не знают, с чего начать. Они приходят ко мне для того, чтобы я выступила как зеркало и подсветила им сильные стороны и теневые стороны, в том числе для того, чтобы они начали звучать и проявлять себя истинно в этот мир. И очень органично пришло теперь время для меня проявить себя этому миру. И пусть это видео, которое я записываю первый раз просто в жизни, будет и для меня якорем, и для тех, кто, возможно, тоже на пути становления своей истинной проявленности, потому что там, где истинная проявленность, там столько много свободы, там столько много энергии, там столько много идей и вдохновения, когда ты больше не можешь не делать. И это то состояние, к которому я действительно очень долго шла, которое я очень долго искала, которое я очень долго натягивала искусственно. И только через свой пример, только через свой путь я могу показать, что можно быть абсолютно не идеальной, можно быть абсолютно честной, можно быть абсолютно настоящей. И ты важна этому миру, и ты нужна, и твой взгляд, твое видение, твой опыт очень нужны этому миру, потому что не я, а через меня. Почему 108? 108 на самом деле это сакральное число, которое применяется и в нумерологии, в астрологии, в йоге и в любых других направлениях, и оно означает завершение одного цикла и переход в новый. И когда я размышляла по поводу 108 дней проявленности, первая идея была 180 дней, но не пошла. Очень тяжело, очень опять-таки пронавязано, а 108 очень классно и очень органично ложится. Причем здесь открывается следующий очень важный ключ, где-то понять комфортный ритм для вашей нервной системы. У всех он разный. И когда я примеряла на себя 180 дней проявленности, мне было прям плохо. Я чувствовала тяжесть определенную, я чувствовала давление, да, и это про то, как проявить себя этому миру в комфортном для вашей психики формате.
Для меня это 108 дней, 27 дней по 4 цикла, плюс я планирую делать перерыв между циклами, да, ну, по факту месяц выходит, и брать неделю для того, чтобы проанализировать, что про меня, что не про меня, что я хочу убрать, что я хочу добавить и так далее. Итого получается 108 дней с перерывами, и это опять про максимально комфортный режим для себя, который выбирает тоже каждый сам. И я на самом деле очень рада, и этим видео я открываю свой YouTube канал. Погнали!